Приветствую всех во второй части нашего северного путешествия и добро пожаловать в Васюганские болота, одни из самых больших болот в мире. Помните, как в книге «Властелина колец» мертвые топи, которым нет конца и края? Вот это хорошее описание данного места. Площадь 53 тысячи квадратных километров. Это больше, чем площадь таких стран, как Швейцария, Эстония или Словакия. Протяженность с запада на восток 573 километра, с севера на юг 320. Васюганские болота возникли около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются. 75% их современной площади заболочено за последние 500 лет. Болото является основным источником пресной воды в регионе. Запасы торфа составляют более 1 миллиарда тонн. Разнообразна фауна, большое количество клюквы, голубики, морожки. В летнее время болото практически непроходимы даже для специализированной техники. Красноярские столбы. Национальный парк в Красноярском крае. Жители Красноярска более чем 150 лет назад посещают столбы для активного отдыха и занятия спортом. Основной достопримечательностью национального парка является скалы. Располагается в умеренном климатическом поясе. В январе средняя температура минус 17, в июле плюс 17. Основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал. В настоящее время его площадь 48 тысяч гектар. Ергаки – природный парк площадью 342 тысячи гектар. В парке разработана система маркированных троп, по которым можно попасть ко всем основным достопримечательностям. Представляет собой массив разнонаправленных гриф, острогов, в значительной степени обработанных ледников. Природный парк Ергаки расположен в центре континента. На территории природного парка произрастают свыше 700 видов растений, грибов, мхов и лишайников. Только в данном регионе произрастают такие растения, как ястребиночка кибежская, борис черепнин, борис танзыбейский и борис буйбинский. Добраться до парка можно по федеральной автомобильной дороге Р-257 Енисей. Расстояние от Абакана до визит-центра парка Ергаки примерно 200 км. Вы наверняка слышали про Тунгусский метеорит, упавший в 1908 году. Тайга на площади более 2000 квадратных километров была повалена и сожжена, но за прошедшие 100 лет восстановилась. Метеорит упал на территорию ныне Тунгусского заповедника, общая площадь которого 300 тысяч гектар. Район относится к области высокой континентальности с характерными для нее большими амплитудами суточных и сезонных температур воздуха и почвы, малым количеством атмосферных осадков, преимущественно летних, и отчетливо выраженными периодами летней засухи. Зимой температура достигает минус 58. Одним из наиболее труднодоступных мест является Путаранский государственный природный заповедник. Площадь территории заповедника 1 миллион 900 тысяч гектар. На нем же находится знаменитое плато Путарана, сильно расчлененный горный массив. Максимальная высота плато — гора Камень 1700 метров, Халакит 1542 и Катуйская 1510. Площадь плато составляет 250 тысяч квадратных километров, сравнимо с территорией Великобритании. Ближайший крупный населенный пункт – город Норильск. Плато образовалось после извержения вулкана, вызванного Великое Пермское вымирание. Застывшая лава сформировала базальтовые породы, которые часто именуют сибирскими трапами. Это второе в мире по величине траповое плато после плато Декан в Индии. Климат субарктический, резко континентальный. Путарана изрезана рядом больших ущелий и долин, дно которых часто затоплено озерами. Реки, пробивая себе дорогу через многослойные породы, образуют глубокие каньоны, пороги и водопады. По количеству водопадов оно занимает первое место в России. Здесь же находится самый высокий водопад Евразии – Тальниково, высотой 482 метра. На плато Путарана находится географический центр России – озеро Виви. В чистой речной воде много рыбы, в том числе здесь обитают муксун, чир, таймень, сибирский хариус, арктический голец, сикпыжьян, ому. Встречаются редкие исчезающие виды птиц – белоклювая гагара, черный журавль, краснозобая казарка, кречет, орлан белохвост. Через территорию плато пролегает миграционный путь крупнейшей в Евразии таймырской популяции дикого северного оленя. Здесь же находится северный предел ареала рыси, соболя, каменного глухаря, летяги, бурого медведя, росомахи, волка, северной пищухи. На плато также обитает малоизученная популяция снежного барана, который, будучи оторванной от других мест обитания этого вида, изолированно развивалась около 10 тысяч лет. Плато Путарана обладает туристической привлекательностью. Маршруты начинаются от ближайшего населенного пункта Норильск, откуда через пристань Валек 12 км. На моторных лодках или на вертолетах путешественники добираются до озера Лама, 165 км от Норильска, где могут созерцать многочисленные водопады. Продвигаясь на север, у нас на пути заповедник Таймырский.
один из самых больших заповедников в России, расположен на севере Красноярского края, полуостров Таймыр. Погода здесь не отличается теплом. Заморозки и снег бывают даже в июле. Зимой на водоемах образуется лед толщиной около 2 метров. Вся территория заповедника находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты. На его территории много водоемов, в их числе довольно крупная река Верхняя Таймыр протяжностью около 570 километров, а юго-западнее – большое арктическое озеро Таймыр. Они разнообразят унылый тундровый ландшафт и создают условия для жизни водных растений и животных. На территории заповедника произрастает 430 видов высших сосудистых растений, 223 вида мхов, 265 лишайников. Облик Таймырского заповедника определяет тундры, яркие, обильные летом, суровые и безрадостные зимой, арктические. Обитает 21 вид млекопитающих. Существует самое крупное в мире стадо дикого северного оленя. В 70-е годы 20 века в Таймырской тундре начали эксперимент по расселению овцебыков. Теперь около 8 тысяч этих животных, первые особи которых были завезены из Канады и США, расселились по восточному Таймыру. Двигаясь еще севернее, вплоть до Карского моря, мы попадем в крупнейший по площади заповедник Евразии – Большой Арктический, площадью 4 миллиона 169 тысяч гектар. Основная территория заповедника относится к подзоне арктических тундр, а наиболее северные участки к зоне арктических пустынь. На всей территории распространены многолетние мерзлые породы глубиной 500-700 метров. Снег обычно покрывает тундру в конце августа. Бесснежный период наиболее продолжителен на острове Диксон – около 100 дней. Дольше всего снег лежит на мысе Челюскин – 300 дней. Об этом суровом месте я уже рассказывал в ролике про Азию. И в завершении данной части могу порекомендовать посетить музей вечной мерзлоты в Игарке. Единственный в мире музей, обладающий уникальным подземельем в толще вечно мерзлого грунта. Главной достопримечательностью музея, привлекающей туристов, является подземная часть. Многочисленные коридоры и залы на глубине до 14 метров. Здесь постоянно царит температура около -5. Это идеальная температура для поддержания состояния подземелья в устойчивом естественном состоянии. Промерзшая до такой температуры земля сохранила подземелье в естественном виде. На срезах стен коридоров видны законсервированные льдом лиственницы возрастом более 36 тысяч лет. В одном из подземных залов хранится капсула с газетами, оставленная здесь учеными еще в 1950 году и подлежащая вскрытию в 2045. В общей сложности в фонде музея находится более 6000 предметов. Спасибо за просмотр. В следующем ролике мы будем двигаться дальше на восток. Ждите. Всем пока.